Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в самые загадочные и захватывающие тайны древнего мира. Сегодня я хочу рассказать вам о невероятных находках, которые заставляют нас переосмыслить происхождение человечества, его культуру и технологии. Мы отправимся в путешествие по времени, от древнейших метеоритов до таинственных книг, спрятанных в кораблях, и сокровищ, стоимость которых исчисляется миллиардами. Эти артефакты не просто предметы, они как ключи к разгадке того, кем мы были и как стали теми, кто мы есть. Поехали! Начнем с находки, которая буквально потрясла мир археологии. Древнейшие банкноты, обнаруженные в голове статуи Будды. Представьте себе. Деревянная статуя Будды, созданная около 600 лет назад, хранила в себе секрет, который никто не мог раскрыть веками. В 2016 году австралийский искусствовед, готовивший статую к аукциону, заметил небольшую полость. Внутри оказался лист бумаги размером с формат А4, банкнота, датированная 1371 году, временами династии Мин. Эта купюра номиналом в 1 гуань была эквивалентна 1000 медных монет или унции серебра. Но что делает эту находку поистине уникальной? На банкноте была надпись, предупреждающая о смертной казни за подделку, обезглавливание. Это не просто деньги, это свидетельство того, как строго в Древнем Китае относились к экономике. Почему эта находка так важна? Европа начала использовать бумажные деньги только в 17 веке, спустя 300 лет после Китая. Это говорит о том, что Китай опережал Запад в финансовых технологиях на целые эпохи. Но задумайтесь, как мастерам удалось так искусно спрятать купюру в статуе? Возможно, это был ритуальный дар или способ сохранить ценность в неспокойные времена. Эта банкнота заставляет нас пересмотреть, насколько сложными были экономические системы древнего мира. И вот вопрос. Что еще могут скрывать другие статуи или артефакты, которые мы считаем просто украшениями? Теперь перенесемся на 270 миллионов лет назад, в Пермский период, когда на Земле еще не было динозавров, но уже существовали настоящие гиганты. Знакомьтесь, котилоринх – звероящер, который был настоящим пирожком на лапках. Этот гигант достигал 6 метров в длину и весил до 2 тонн. Его бочкообразное тело и крошечная голова делали его похожим на нечто среднее между бегемотом и ящером. Но почему природа создала такое странное существо? Котилоринх был крупнейшим наземным существом своего времени, и его размеры были его главным оружием. Огромные когти длиной до 5-8 сантиметров и массивное тело делали его неприступной крепостью для хищников. Интересно, что котилоринх занимал экологическую нишу, схожую с современными слонами или бегемотами. Он мирно пощипывал траву у водоемов, купался в озерах и, вероятно, не боялся никого. Но вот парадокс, зачем ему такая маленькая голова? Ученые считают, что это могло быть связано с экономией энергии. Большая голова требовала бы больше ресурсов, а котилоринху и без того хватало проблем с поддержанием своего гигантского тела. Эта находка заставляет задуматься. Эволюция не всегда создает идеальные формы. Иногда она экспериментирует, и котилоринх — яркий пример такого эксперимента. Может, природа просто хотела посмотреть, что получится, если сделать пирожок размером с автобус. Дальше метеорит Е, Си-002, найденный в пустыне Сахара. Этот 32-килограммовый камень — настоящий космический путешественник, которому 4,6 миллиарда лет. Он старше Земли. Ученые выяснили, что это обломок протопланеты, которая сформировалась еще до появления нашей планеты. Метеорит состоит из вулканических пород, богатых натрием, железом и магнием, и когда-то был частью лавового потока, который охлаждался в космосе около 100 тысяч лет. Это как письмо из далекого прошлого, рассказывающее о том, как формировались планеты. Но вот что интересно. Таких метеоритов, как Е-Си-002, не так уж много. Хондриты, к которым он относится, составляют всего 8% всех найденных метеоритов. Это значит, что планета, частью которой он был, либо исчезла, став частью других небесных тел, либо была уничтожена. Когда я думаю об этом, у меня мурашки по коже. Этот камень — свидетель рождения нашей Солнечной системы. Он заставляет задуматься, сколько еще таких писем из космоса лежит где-то на Земле,
ожидая, пока мы их найдем. И что они могут рассказать нам о нашем месте во Вселенной? Теперь о таинственной книге, поднятой с затонувшего корабля «Архангел Рафаэль» в 2020 году. Этот артефакт выглядит как качан капусты из-за разбухших от воды страниц, но на самом деле это ценнейший том на 1000 страниц. Книга сохранила кожаную обложку и деревянную подложку, но ее содержание пока остается загадкой. Страницы покрыты салом, жиром и дегтем, что делает реставрацию невероятно сложной. Ученые считают, что книга может быть уникальным историческим документом, но пока никто не знает, о чем она. Представьте, эта книга пережила кораблекрушение, соленую воду, века под толщей моря, и все еще цела. Это как послание из прошлого, которое мы еще не научились читать. Меня поражает, насколько хрупкими кажутся такие артефакты, но при этом они обладают невероятной стойкостью. Возможно, в этой книге скрыты знания, которые перевернут наше представление о прошлом. А может, это просто чей-то дневник или бухгалтерская книга? Но даже в этом случае она расскажет нам о жизни людей, которые жили сотни лет назад. Как вы думаете, что это может быть за книга? Напишите в комментариях свои догадки. И напоследок, находка, которая заставляет сердце биться чаще. Сокровища храма Падма-Набхасвами в Индии. В 2011 году в подвалах этого храма, построенного в 1750 году, были вскрыты тайники с богатствами на $22 миллиарда. Это сравнимо с сокровищами гробницы Тутанхамона. Среди находок — золотой трон, усыпанный бриллиантами, тонна золотых слитков, мешки с рубинами, сапфирами и алмазами, золотая статуя Вишну высотой 1 метр 20 сантиметров и даже золотая цепь длиной 5,5 метров. Это не просто богатство. Это свидетельство невероятной щедрости и веры. Почему эти сокровища так важны? Они показывают, как тесно в Древней Индии переплетались религия, политика и экономика. Раджи дарили храму золото, равное их весу, чтобы заручиться благословением богов и поддержкой жрецов. Купцы делали подношения, чтобы обеспечить удачу в торговле. Эти дары копились веками, и храм стал настоящим хранилищем истории. Но вот вопрос. Почему 2 камеры тайников были запечатаны 130 лет назад и не открывались до 2011 года? Что заставило жрецов так тщательно охранять эти богатства? Возможно, это была попытка защитить сокровища от колонизаторов или сохранить их для будущих поколений. Эта находка заставляет нас задуматься о том, сколько еще таких тайников скрыто по всему миру. Все эти артефакты, от банкноты в статую Будды до сокровищ индийского храма, объединяет одно. Они заставляют нас задавать вопросы. Кто мы? Откуда пришли? Какие знания и технологии были доступны нашим предкам? Каждая находка — это кусочек пазла, который помогает нам лучше понять себя. Но чем больше мы узнаем, тем больше появляется загадок. Может, это и есть главная магия истории. Она никогда не дает окончательных ответов, но всегда вдохновляет нас искать дальше. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир древних тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Напишите в комментариях, какая из этих находок впечатлила вас больше всего и что бы вы хотели узнать в следующих выпусках. Давайте вместе раскрывать тайны прошлого. До встречи в следующем видео.